Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как вязать вот такие квадратные мотивы крючком и соединять их между собой в процессе вязания последнего ряда. Для работы я использую нитки Виолет и крючок 1,25. Вязание мотива начинаем с начальной петли. Набираем цепочку из 8 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая воздушная петля. Вводим крючок в первую воздушную петлю и провязываем соединительный столбик. Тем самым нашу цепочку мы сомкнули в кольцо. Вяжем одну воздушную петлю и в полученное колечко провязываем 12 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11 и 12 столбик. Заканчиваем ряд. Вершину первого столбика без накида в начале ряда вяжем соединительный столбик. Теперь набираем 4 воздушные петли подъема. Первая, вторая, третья, четвертая. Делаем 2 накида на крючок и в вершину того же первого столбика предыдущего ряда вяжем столбик с 2 накидами. Снова делаем 2 накида на крючок. В вершину следующего столбика предыдущего ряда мы провязываем первый столбик с 2 накидами. И в ту же вершинку предыдущего ряда вяжем еще один столбик с 2 накидами. У нас получилось 2 столбика с 2 накидами с общим основанием. В вершину следующего столбика предыдущего ряда мы провязываем 2 столбика с 2 накидами. Первый и второй. Теперь провязываем 2 воздушные петли. Делаем 2 накида на крючок. В вершину следующего столбика предыдущего ряда провязываем 2 столбика с 2 накидами. Первый и второй. В вершину следующего столбика тоже повторяем 2 столбика с 1 накидом. Ой, простите, с 2 накидами. Первый столбик с 2 накидами. И второй. И в вершинку следующего столбика предыдущего ряда мы тоже провязываем 2 столбика с 2 накидами. Первый и сюда же вяжем второй столбик. Снова провязываем 2 воздушные петли и повторяем вот этот фрагмент. Далее провяжем еще 2 воздушные петли и в конце ряда мы повторим точно такой же фрагмент из вот этих вот 6 столбиков с 2 накидами. Довязали ряд до конца. Заканчиваем ряд, провязывая 2 воздушные петли и соединительный столбик в 4-ю воздушную петлю подъема. Вяжем 4 воздушные петли подъема, 2 накида на крючок. Вот наш фрагмент из 6 столбиков с 2 накидами в предыдущем ряду. В вершину следующего столбика
Провязываем столбик с 2 накидами и не довязываем его. 2 накида на крючок в вершину следующего столбика. Точно так же вяжем столбик с 2 накидами и его не довязываем. Вершину следующего столбика повторяем. Еще один столбик с 2 накидами. Следующий столбик вяжем в вершину следующего столбика с 2 накидами предыдущего ряда. И следующий столбик провязываем в вершину следующего столбика предыдущего ряда. Вот что у нас получилось. На крючке 6 петель провязываем вместе за один прием. Вяжем 10 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10 воздушная петля. 2 накида на крючок, и под арку из 2 воздушных петель мы провязываем столбик с 2 накидами. Провязали. 10 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, 9 и 10 воздушная петля. Снова 2 накида на крючок. Вот следующий фрагмент в предыдущем ряду из 6 столбиков с 2 накидами. В каждую вершину столбика мы провяжем по одному столбику с 2 накидами, не довязывая их. Первый столбик, в следующую вершину второй столбик, в следующую вершинку третий, в следующую вершину четвертый столбик с 2 накидами, в следующую пятый столбик с 2 накидами и в следующую вершину вяжем 6 столбик с 2 накидами. На крючке у нас 7 петель, провязываем вместе за один прием. Далее снова повторяем 10 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, 9, 10 воздушная петля. Столбик с 2 накидами под арочку из 2 воздушных петель. Снова 10 воздушных петель. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, 9, 10. И в следующие 6 столбиков предыдущего ряда будем вязать вот такой же фрагмент. Далее снова провяжем 10 воздушных петель, столбик с 2 накидами под арочку из 2 воздушных петель, 10 воздушных петель, и в следующий фрагмент провяжем точно такой же вот элемент из столбиков с 2 накидами и встречаемся в конце ряда. Заканчиваем ряд. В конце ряда провязали вот столбики с 2 накидами с общей вершиной, 10 воздушных петель, столбик с 2 накидами под арку из 2 воздушных петель и еще 10 воздушных петель. Далее вводим крючок вот сюда в вершину первого вот этого фрагмента из столбиков с 2 накидами, вот таким образом под все петельки. Захватываем рабочую нить и провязываем соединительный столбик. Вяжем следующий ряд. 1 воздушная петля подъема. Под первую арку из 10 воздушных петель вяжем 5 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. Вяжем 4 воздушные петли. Вторая, третья, четвертая. И формируем пико. Вот у нас 4 воздушные петли. В вершину последнего столбика без накида провязываем соединительный столбик. Вот так вводим за 2 петельки. Под эту же арочку продолжаем вязать еще 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой,
8, 9, 10. Под следующую арку из 10 воздушных петель провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик без накида. Вяжем 10 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и 10 воздушная петля. Вытягиваем крючок из этой петельки последней. И вот здесь, вот от центра, вот у нас центр, его видно, где мы переходили от одной арки к обвязыванию второй арки. Вот наш центр. От центра мы отсчитываем 5 столбиков без накида. Вот смотрите, вот его видно вот здесь вот, пространство небольшое. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. В вершину 6-го столбика вводим крючок за обе полупетли. Захватываем петельку воздушную и протягиваем сквозь вершину этого столбика. Вот что получилось. Вяжем одну воздушную петлю и под полученную арку мы вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. 4 воздушные петли. Формируем пико. Вершину последнего столбика вяжем соединительный столбик. Снова под эту же арочку провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик. 4 воздушные петли. Формируем пико. И под эту же арку провязываем еще 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый столбик. Далее под арку, которую мы уже обвязывали, мы вяжем еще 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый столбик без накида, 4 воздушные петли, формируем пико. И под эту же арочку провяжем еще 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик без накида. Мы обвязали с вами первые 2 арочки из 10 воздушных петель. И над ними связали еще одну арку и обвязали ее. Далее следующие 2 арки мы обвязываем точно так же. Далее у нас следующие 2 арочки, мы также их обвяжем. И в конце ряда 2 арки обвяжем точно так же. И встретимся в конце ряда. Обвязали все арки из 10 воздушных петель. В конце ряда мы провязываем соединительный столбик в вершину первого столбика без накида. Закрепляем петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив. Вот такой мотивчик у нас получился. А сейчас покажу, каким образом соединять такие мотивы между собой. Вот я уже соединила между собой 3 мотива. И сейчас вот в это место хочу присоединить следующий мотив.
Мотив будет соединяться по двум сторонам, так как у меня два соседних мотива. Это вот первая сторона и вторая сторона. Точки соединения мотивов между собой по одной стороне – это 4 пико из 4 воздушных петель. Вот первое, второе, третье, четвертое пико. Я вяжу следующий мотив. Вот, обвязала первые 2 арки из 10 воздушных петель. Обвязываю 2 следующие арочки. Вот обвязала первую арку. Под следующую связала 5 столбиков без накида. Провязала 10 воздушных петель, присоединилась к предыдущей арке. Провязала 5 столбиков без накида, пико, снова 5 столбиков без накида. И сейчас у меня будет пико, которым я буду присоединяться к мотивам. Сейчас у меня должно быть пико из 4 воздушных петель. Я вяжу 2 воздушные петли, вытягиваю крючок из петельки, нахожу свою первую точку присоединения. Это вот это пико. Вот это от центра отсчитываем. Первое, второе, третье и четвертое. Вершину, то есть в это пико вводим крючок вот таким вот образом. Прямо в центр его мы не ищем никакие петли там центральные. Захватываем петлю мотивчика, который вяжем. Заканчиваем это пико, вяжем еще 2 воздушные петли, формируем пико. И под эту же арку продолжаем вязать еще 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый и 5 столбик. Под следующую арочку, которую мы уже обвязывали с вами 5 столбиками без накида, мы вяжем еще 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Теперь у меня снова идет пико из 4 воздушных петель, к которым я буду присоединяться к соседнему мотиву. Вяжу 2 воздушные петли, вытягиваю крючок из петельки. Смотрю, где мое следующее пико. Вот оно. Ввожу крючок в центр, захватываю петельку мотива, который вяжу, довязываю еще 2 воздушные петли, формирую пико и под эту же арку вяжу еще 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый и 5 столбик без накида. Вот мы присоединились за 2 пико. Продолжаем дальше. Вот следующие наши 2 арки из 10 воздушных петель мы вяжем, как обычно, мы обвязывали наши арочки в последнем ряду. Вяжем 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. Пико, 2 воздушные петли, вытягиваем крючок, находим следующее пико, третья точка присоединения, присоединяемся, довязываем 2 воздушные петли, формируем пико. Далее под эту же арку вяжем 10 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10 столбик без накида. Под следующую арочку вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. 10 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и 10 воздушная петля. Вытягиваем крючок из петельки. От центра отсчитываем 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой столбик.
за обе полупетли, присоединяем цепочку из 10 воздушных петель, обвязываем эту арочку. 1 воздушная петля, под арку вяжем 5 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4 и 5 столбик. Далее у нас пико, и им мы будем присоединяться к соседнему мотиву. 2 воздушные петли, вытягиваем крючок из петельки, смотрим наше следующее место присоединения, это вот это пико, вводим крючок, захватываем петлю мотива, который вяжем, присоединяемся, довязываем наше пико, 2 воздушные петли и сформируем его. Под эту же арку вяжем 5 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5 столбик. Снова у нас пико, вяжем 2 воздушные петли, вытягиваем крючок, и мы с вами начинаем присоединяться уже по второй стороне к нашим мотивам. Вот следующая наша точка присоединения. Мы вводим крючок в это пико, захватываем петлю мотива, который вяжем, присоединяемся, довязываем еще 2 воздушные петли, формируем пико и под эту же арку еще вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Продолжаем обвязывать ту арочку, которую мы уже начали обвязывать, под которой уже провязано 5 столбиков без накида. Вяжем под нее 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 2 воздушные петли. Вытягиваем крючок. Присоединяемся к следующему месту присоединения, вот к этому пико. Вводим крючок, захватываем петельку. Вяжем еще 2 воздушные петли. Формируем пико. И под эту же арочку вяжем еще 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5 столбик. Обвязываем следующие 2 арки. Под первую арку вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь пико, которым мы будем присоединяться к соседнему мотиву. 2 воздушные петли. Вытягиваем крючок из петельки. Вот наша следующая точка присоединения. Вводим крючок, захватываем петельку мотива, присоединяемся. Вяжем 2 воздушные петли. Формируем пико. Под эту же арку мы вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 столбик. Под следующую арочку провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 воздушная петля. От центра соединения обвязки арок отсчитываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И в 6 столбик провязываем, присоединяем нашу цепочку из 10 воздушных петель. Вот таким образом. 1 воздушная петля и обвязываем полученную арку. Вяжем 5 столбиков без накида.
Первый, второй, третий, четвертый, пятый, 2 воздушные петли и присоединяемся к последней точке по второй стороне. Вот мы присоединились от центра. Первая, вторая, третья и четвертая пико. Вводим крючок, захватываем петельку, присоединяемся, вяжем 2 воздушные петли, формируем пико и далее продолжаем довязывать уже без присоединения наш мотив. Вяжем 5 столбиков без накида. Пико из 4 воздушных петель. Под эту же арку вяжем 5 столбиков без накида. И продолжаем обвязывать арочку, которую мы уже начали обвязывать. Вторую арку из 10 воздушных петель. Вяжем 5 столбиков без накида. Пико из 4 воздушных петель. И в конце вяжем еще 5 столбиков без накида. 2, 3, 4 и 5. Заканчиваем ряд, провязываем соединительный столбик в вершину первого столбика без накида в начале ряда. Закрепляем петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив. Вот такие красивые квадратные мотивы у нас получились. И вот так вот выглядят места их соединения между собой. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.